Армия России наступает. Фронт начинает сыпаться. Начнем разбор с Курской области. Бойцы группировки войск «Север» выбили противника из села Свердликово. Бои шли внутри Лебедевки и южнее Свердликова по направлению к Новенькому. Говорят, что в боях принимала участие российская 106-я дивизия ВДВ, но это не так. 51-й полк 106-й дивизии тогда был занят боями за Лебедевку, а в районе Новенького наступали 56-й десантно-штурмовой феодосийский полк и 7-й десантно-штурмовой полк дивизии ВДВ. Фактически Новенькое — это хутор из пары десятков хат, а потому заход в него означал почти полное взятие под контроль данного села. При этом в работу активно здесь включилась и российская авиация. Это говорило о серьезности русского командования и начала наступления. Украина, понимая цену провала здесь, бросала в бой резервы и обороняла каждый опорный пункт с небывалой отчаянностью. Утеря Новенького, а тем более села Басовка, позволила русским надежно взять под огненный контроль главную трассу снабжения украинской группировки на Курском направлении. Все это отлично понимают. Русские также атакуют на западном берегу реки Псел в районе западнее Куриловки. На данный момент российским войскам даже удалось продвинуться на несколько километров на территорию Сумской области, а их беспилотники способны залетать на 25 километров вглубь украинского тыла. Пока что данное продвижение не представляет угрозы для украинцев, но оно может указывать на возможные планы российского командования по вторжению в Сумскую область. Украинские войска организовали встречное наступление и смогли временно занять Черкасскую Конопельку и Фанасеевку. Эти бои происходили в долине реки Локня. После занятия русскими Свердликова украинцы предприняли несколько попыток вернуть контроль над селом, а также расширить свою зону контроля в Курской области. Атаки эти были ожидаемы, а потому они были легко отбиты. Развивая свой успех, российские части начали двигаться по долине реки Локня, на которой стоит и Свердликова, на север, в сторону Лебедевки, а также на юг, в сторону Новенького. Таким образом обеспечиваются фланги для закрепления успеха русских в Свердликово и создаются предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом регионе. Украинцы долгое время держали оборону и до сих пор не оставляют надежд туда вернуться, постоянно отправляя на штурм все новые части. Русские продолжают зачистку посадок севернее села Черкасская Конопелька, то есть последних успехов Украины, которая получилось достичь во время атак 6-7 февраля во время очередного наступления в Курской области. Если русские прочно займут эти позиции, то можно говорить о блокаде трассы Суджа-Сумы. После возвращения русскими контроля над Свердликово у украинцев уже возникла непростая ситуация. Решив проблему прорыва украинцев в районе Черкасской Конопельки, русские части южнее Суджи вновь приступили к наступательным действиям в районе Куриловки-Гуева. Проблемы у украинских войск возникают и на Харьковском направлении. Подтвержден заход российских войск в населенный пункт Тополи на западном берегу реки Оскол в районе госграницы. Это создает еще одну точку напряженности на этом участке и вынуждает украинцев растягивать и без того резиновые резервы. Со временем растяжение фронта может привести к образованию брешей и тяжелых последствий. Продолжается также расширение российского плацдарма на западном берегу реки Оскол. Российские части выбили противника из Голубовки. Далее фактически начинается город Купянск. Этот город находился под контролем России 2 года назад, и попытка русскими возвратить контроль над ним вполне ожидаема. Купянск разделен рекой Оскол на 2 части, а многоэтажные застройки могут стать укреплениями для украинских войск. Вряд ли российское командование отдаст приказ на прямой штурм города, и скорее всего будет попытка обойти город по флангам. Помимо этих действий, бойцы группировки войск Запад продвинулись в районе Двуречной на несколько километров. Происходит попытка расширения зоны контроля в районах Западного, Двуречной и Фигалевки. Одновременно начались боевые действия за Долгенькое, где вооруженные силы Российской Федерации пытаются вытеснить украинские силы с их позиций. Также отмечено продвижение российских подразделений в сторону Дорошовки, что также усиливает давление на оборонительные линии украинских войск. Российские войска уже захватили Фигалевку, что по сути ограничивает маневренность украинских подразделений в этом секторе. Наступление происходит и на Лиманском направлении. Российские войска расширили зону контроля возле Ивановки и взяли под контроль большую часть Ямполовки. Здесь российские силы проводят наступательные действия, атакуя украинцев в районах Нового, Новолюбовки, Ямполовки и Тернов. Однако наступление проходит медленно ввиду отсутствия поддержки бронетехники и ограниченности ресурсов. Украинские войска используют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов по наступающим подразделениям. Несмотря на это, российские войска укрепили контроль на правом берегу реки Жеребец, вытесняя подразделения ВСУ. Одновременно отмечается продвижение российских сил в направлении Лимана на глубину более 1 километра, что создает дополнительное давление на оборону украинской армии на данном участке фронта и со временем может усложнить
усложнить удержание позиций. Наступление русских происходит и на северском направлении. Там бойцы группировки войск Юг заняли Белогоровку, однако меловой карьер все еще остается под контролем Украины. Таким образом, новое командование 7-й гвардейской мотострелковой бригады, которое было сюда назначено вместе с новым командованием группировки Юг, сумело выполнить ту задачу, которую прошлые командиры не могли выполнить на протяжении 2 лет. Об этом сообщили и украинские источники. Вот прямая цитата. Российская 7-я ОМБ полностью установила контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны. Российские флаги расположены западнее и северо-западнее карьера. Об этом пишет украинский боец с позывным «Мучной». Отмечу, что ожесточенные бои за Белогоровку длились еще с лета 2022 года. Все это время населенный пункт удерживали украинцы. В то же время атака русскими на позиции ВСУ вблизи Часов Яра фактически не привела к существенным изменениям. Украинцы зажаты в нескольких последних высотках центра Часова Яра, откуда у них нет возможности не только эвакуировать своих раненых, но и даже подбрасывать снабжение. Там ведутся ожесточенные бои. Также идут бои в южной части города. Здесь тоже продвижения небольшие, чисто тактические, но все они приближают конечный итог – полный контроль русскими над городом Часов Яр. Наступление русских происходит и вблизи городов Покровск и Мирноград. Здесь после успехов русских в населенном пункте Зеленое поле российские войска расширили зону контроля возле Елизаветовки, а в результате успешного наступления группировка войск «Центр» заняла Успеновку. Однако сейчас, судя по данным украинцев, русские части осуществляют перегруппировку сил, и на этом участке фронта пока что затишье. Этот участок фронта является одним из важнейших на данный момент, так как в случае успеха российской армии ей откроется путь в сторону Днепропетровской области. Укрепления в Днепропетровской области у украинцев намного слабее, чем на Донбассе, а открытая степная местность позволяет российской армии выйти на оперативный простор и более эффективно задействовать артиллерию и авиацию. Давление русских в направлении Днепропетровской области продолжается. Русские используют всю доступную технику для штурма. На подходе у русских и тяжелая бронетехника, которая пока что ждет указаний. Наступление русских происходит и под самой Успеновкой. Здесь после относительно короткой оперативной паузы возобновились активные бои в районах населенного пункта Успеновка, Новоалександровка, Преображенка и Запорожье. Причем особо активно русские наступают между Успеновкой и Новоалександровкой. Здесь стоит задача проще обеспечить левый фланг наступления в районе Удачного и при возможности оказать содействие к захвату этого села и последующему выходу здесь к административным границам Днепропетровской области. Вторая активность происходит на юге, между Андреевкой и Запорожьем. Здесь русские части, развивая успех в сражении на реке Волчья, пытаются выровнять фронт, чтобы создать предпосылки для дальнейшего здесь движения вперед. Русские уже заняли населенный пункт Запорожья и большую часть Андреевки. Фактически линия обороны украинцев на данном участке фронта прорвана. И если украинское командование не предпримет действий, то возможна катастрофа. На Времьевском выступе российские подразделения продолжают активное наступление к северу и западу от Великой Новоселки. По имеющимся данным, ежедневно фиксируются атаки, в результате которых вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к селу Бурлацкое. Военный аналитик Мирошников считает, что конечной целью наступления российских частей на этом участке может быть село Новопавловка в Днепропетровской области. Если российские войска продолжат продвижение, они могут создать угрозу дальнейшему укреплению позиций в этом районе. Кроме того, интенсивность боев свидетельствует о том, что российская сторона концентрирует значительные силы, чтобы обеспечить контроль над оперативно важными высотами, что может осложнить оборону вооруженных сил Украины. В любом случае, будем наблюдать за ситуацией на фронте. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!